Всем привет, с вами Миша Выплюшка, это канал бывшего осужденного. Сегодня мы вместе с вами посмотрим фильм о женской колонии. Фильм этот не новый, он из 90-х. И, конечно, сейчас уже многие вещи в женских колониях не так, как было тогда. Но, тем не менее, я считаю, это будет интересно. К тому же у меня есть родственники, женщины, которые отбывали наказание в местах лишения свободы. Также, есть, в общем, и знакомые. То есть, что-то минимальное я знаю. В общем, посмотрим, прокомментируем. Я его еще не смотрел, буду смотреть вместе с вами. Перед просмотром прошу поставить палец вверх, подписаться на канал, если кто не подписан. Это несложно, это бесплатно. Я договорился с Ютубом, все как всегда. Также ссылки на ВК, Инстаграм, на мой второй канал и на ТикТок, на котором уже 5000 подписчиков, значит, там есть годный контент. Тоже прошу подписаться. В общем, в описании найдете много чего интересного. И еще, если вам хочется в тачку себе крутые четки, вот такие, смотрите, с черепами, как Терминатор 2, вот здесь подвесочка, будешь самый крутой у себя в колхозе, на шахе кататься. Также есть вот православные, тоже отличные, зелененькие такие, переливаются. Белые, вот с ликами. Материал эбонит и бильярдный шар. Также есть нардишки. В общем, вот такие. Все новые, ребят, из ваших любимых мест. Все лаком пахнет, еще все свеженькое. Переходите в мою группу, ссылка в описании, Мишевые штучки. Там есть варианты, нарды, там есть охотничьей тематики, морской, спортивные клубы футбольные, там все абсолютно, Спартак, Зенит, Динамо, ЦСКА, Лока, И четок там всякое множество. Давайте, переходите, всех жду. Ну что ж, друзья, давайте начинать, не будем долго тянуть кота за хвост. Я убила, и не знаю, здесь ничего такого страшного нет, я думаю. Вот они, Да. девочки. Подойди ко мне. Абсолютно. Расскажи, что случилось, почему ты здесь? Нет. Это что такое, карцер? Прогулочный дворик, карцер? Ну, девушку избила. Она потом в больнице скончалась. Жесть. Вот я и здесь. Что это такое? Это специальная камера, когда девочки из этапа ночью приезжают до того, как мы их принимаем. Типа По карантина? какой статье вы сюда попали? По 111 первый. Это Тяжкие телесные. что означает? Это означает умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В течение этих Но, видимо, не первый раз судимо, потому что первый раз бы по этой фигне не посадили бы. 2 недель они будут проходить полное медицинское обследование. Я помогла. Девчонки, кстати, симпатичные. Не знаю, я вот каких встречал, сидевших, в основном они такие потрепанные судьбой-то. Но это, видимо, вот первоходы, либо там, не знаю, на малолетку не похоже. Сейчас узнаем, может быть. Убить своей сестре и ее мать. Ой, Убийство жестокое. Жестокое, потому что мы ее подожгли. фига себе. Живьем? Убили девочку совместно Вот тоже симпатичная с подругой. девчонка. Такой черныш. Задушили девочку. Капец. 4 руки шнурком. Зачем? Подельник ударил его. И вот в это время я взяла нож и ткнула его. И я Охренеть. схватилась за нож. Это и вообще сколько лет? 15? И так получилось. Так получилось. И что сделал с ножом? Что в нее порнул. Куда? Куда? Не знаю куда. Там много раз. Как весело. Да, 21 живой, да. 21, ты чё? Один За раз она За что? ножом убивала, а я наносил удар по голове. Печально. Вот. Чем? Сковородкой. О, блин. Меня Ужас. зовут Ирина, мне 17 лет. Малолетка. Это малолетка. Сейчас я уже на данный момент сижу 3 года. Вот. Тоже симпотные дела. Сижу, потому что пыталась убить девочку. В основном, смотрите, раньше все сидели
женского пола все по мокрухе. Ну, потому что за какую-то кражу, там, драку, разбой. Понимаете, такое у нас законодательство, оно мягче для представительниц прекрасного пола. Им не дают пожизненные, у них самый большой срок, который они могут получить, 25 лет. Бывает там спецприказом как-то, давали там раньше, насколько я знаю, может быть, ошибаюсь, но что-то подобное. Я слышал тоже в какой-то передаче, давали высшую меру наказания, как для мужчин, там ПЖ, либо там расстрел, что-то такое. Вот, но вообще у них потолок 25 лет, даже если там, не знаю, 10 человек, 15 там завалило. Вот, ну посмотрите, все они сидят сидели в то время вот по мокрухе. Не по 228, не по кражам. Пришли, начали разбираться, нас дошло дело до драки. Угу. Случилась драка. Избили ее. Потом приехали. Тоже Ко мне через 2 дня сказали, что женщина умерла. В баре работала, танцевала, и просто мы место не поделили. Ей предложили танцевать, и мне. Я говорю, все равно ничего не получится. Ну, мы начали драться из-за этого. Жесть. Выпившие были. Избили ее сначала, потом раздели. Так. Ну и все как-то вот разговор за разговором, и пошло-поехало. А потом подельник, с ней переспал в машине. Ну, изнасиловал, проще говоря. Видите, неприятно, людям неприятно от таких преступлений говорить. Ну вот, знаете, если вы видели мое, конечно, выступление на Петровке 38, конечно, я этим не горжусь ни в коем случае, но знаете, и прям вот по сравнению с ними у меня нет такого, что я прям буду как-то стыдиться, прям именно говорить, даже рассказывать о том, что я сделал, и это еще, знаете, из-за чего, что, я считаю так, что если попался, если уже там, неоспоримые факты, улики есть, то есть, говори как есть, то есть, имей мужество в себе, признаться, все, от и до, что мямлить, но не будем забывать, что это все-таки девчонки. Хоть и такие девчонки тебе ножом звезды повырезают на спине. У нее было перелом ребер, перелом черепа. Охуеть. У нее много травм было. Я не хочу себя считать убийцей. Нормально. А кем хочешь себя считать? Нормальный, порядочный человек. А расскажи, как ты совершила преступление. Случайно. Ну как, просто у меня были такие причины, то что я побудила меня на это преступление. Ну я сижу за убийство своих родителей. Офигеть! Просто. С нами сидела всегда. И я не хочу себя считать убийцей, я нормальный человек. Вы можете себе представить? Тут даже не то, что какой-то пытаться найти оправдание, либо смысл в действиях человека. Просто no comments даже. Ну или там о чем-то рассказывал. Блин, девчонки симпотные все. Как они там в молодости жили. Меня всегда это злило. Я ей говорила, это бабушка, уходи. Я буду одна со своими друзьями сидеть. Малолетки. Она, естественно, там, как ты там со мной разговариваешь, занималась моим воспитанием. Я ее толкнула, она упала, сначала она разбила голову себе, потом я ей начала наносить удары там. У меня сразу же глаз распух. Потом взяла шарфик шелковый, сдушила ее шарфиком. Вы представляете себе вообще эту картину? Внучка, которую вы там нянчили, может быть, ночей не спали там с ней. Вы воспитывали себе убийцу просто. Я это всегда охреневал с этой фигни, знаете, которые родители убивают, там, не знаю, дедов, бабушек, своих родственников. Просто вот представьте себе. И даже не подозревали об этом, ее там бабушка, что просто нянчит, ночей не спит, холит, лелеет там свою убийцу на старости лет. Такой Меня мир. зовут Наташа, я сижу по 105 статье Тоже убийство. за убийство отца. Охренеть. Села я в 14 лет, сейчас на данный момент 15 лет. Убийство с ножом, один удар сразу в сердце. Пипец. Я не метилась, просто так получилось, что у меня в правой руке был нож, и он стоял с левой стороны, потому что у меня с первого удара сразу в сердце. Мы ее встретили, эту Таню,
Вот. Решили с ней познакомиться, завели ее в подъезд, начали с ней разговаривать. Мы познакомились. Ну а потом мы у нее спрашивали вещи, она нам отказала, что типа я вам не дам. Ну мы начали ее избивать. Вот реально, в таких ситуациях, знаете, когда вас заводят в подъезд, и знакомые люди и говорят, отдай нам вещи какие-то, отдайте. Лучше отдайте, потому что пускай они заберут все там и... Не знаю, я вот не понимал никогда вот этих вот людей, у которых раньше было очень такое популярное преступление. Таксистов грабили, ну, машины забирали у них и так далее. И вот люди упирались до последнего, за эту железку погибали. Я понимаю, что она тяжким трудом дается, но, блин, никакая железка, никакие шмотки, они не стоят жизни. Избили. Потом, после того, как мы ее избили, ну, мы с ней же пошли на улицу. Вот. И потом наши знакомые, вот мальчишки, Чпокнули. Ренат и Игорь, вот, мы их встретили, ну и объяснили им, что вот мы поймали девку, ну что мы ее избили, все у нее забрали. Вот. Ну и моя подельница предложила, что, ну, вот пацанам, чтобы они с ней, ну, в половой акт вступили. Понятно. Они согласились, они их повели, ну и мы повели ее в заброшенные сады. Там вот они где сделали вот изнасиловали ее. Откуда? Мы тоже там ягоды собирали, У вас столько жестокости. разговаривали. Сколько вам было лет тогда? Мне было Че себя-то не предложили вы, а? Конченые вы, ебаные. Ужас, блядь. Ведь это чьи-то дочери, что она, что ее потерпевшие. Это просто, блядь, вообще финиш. 16, подельница 14. Охренеть! Мы сидели, пили 14-16 лет. пиво. У нас подельница такая. Но она помоложе Да, нас. ей 14 было. Подельница такая, типа, Вот эти печальные. кого-нибудь избить охота. Мы такие, да вон, говорит, сидят. Новикова ударил там по голове. Потом все пошло. И мы стали вместе избивать. Эта женщина попала в больницу. И там 2 недели каюк. она лежала. У нее были переломанные ребра. У нее ребра были переломаны справа. И знаете, сколько таких вот сидит по убийствам и на взрослых мужских колониях, которые просто так вот сидели, знаете, вот скучно, пойдем кому-нибудь, короче, наваляем там, и все, а чел потом окочурился. Очень много. С левым разрывом легкого. Потом. Что еще? Яичник что-то там поврежденный. Ну, мы ее пинали во все как бы части этого тела. И повредили там внутри. Познакомился со своими подельниками, в общем, с ребятами, с двумя. Вот, одному было 34 года тогда, а другому было 25. Вот, ну мы отдохнули хорошо. Откуда эти девчонки взялись, я даже понятия не имею. Просто они их откуда-то привезли. Вот. Потом мы отдохнули со всеми вот с этими девчонками, значит, одной было тогда 19, другой 28. А вам сколько было? 14. Видите? Дальше продолжать, да? Значит, мы потом, после вот как отдохнули, поехали в лес. С этими девчонками тоже. И я со своими подельниками поехали в лес, значит. Там тоже начали отдыхать, веселиться. Что-то не договариваешь, ты пропускаешь какие-то моменты. Чем вы там конкретно-то занимались? Потом я что-то случайно увидела, то, что один из подельников душит, ну, вот эту девушку, которая с нами была. Ну и все, тут я тоже решила убить. Помочь. Ну, тоже показать, то, что я могу убить, то, что мне не страшно, ничто. И все. Так и произошло убийство. Офигеть. Одна, значит, жива осталась, другая умерла. Зачем? Она сразу заявила в милицию. Почему? Потом мы уехали с этого места, мы подумали, то, что и та умерли. Скинули их в речку. На самом деле... Очень похожие канитель. Я сидел с одним кренделем, они тоже так вот убили двух девчонок, короче, в Битцевском парке. Позвали их на шашлыки. Изнасиловали, избили, там порезали, а потом еще живых скинули, короче, в речку. Они вот, ну, там, получается, без сознания и еще, короче, добили их, так захлебнулись они. Одна оказалась жива. Поели мяска. Мама у меня тоже в колонии, как и я. Только на взрослой зоне она. А за Вот, что? А папы нету. А мама у тебя сидит? С братом я не общаюсь. Все-таки это малолетка, да? А мама в колонии по какой причине?
Тоже мотор? 162 у нее разбой. Разбой. Вот раньше бабы были. Вот. Сейчас все по А вы 228 знаете, сидят. что ваша мама разбойник? Нет, я не знала, что она у меня разбойник. Как и ты. Это уже случилось после того, Это просто, да, когда я уже здесь была. Она мне написала письмо, то, что она сидит. Парень, он тоже сидит в колонии сейчас. А, У него такая же статья, как у меня, он сидит за убийство. Вот. вот. А я не убийца. А ты не убийца, У конечно. меня это произошло случайно. а у него? И у него случайно. Ну и никто не мамы? виноват. И у мамы случайно. Вот, у всех случайно, чё. Вот так. Нормально. Вот так. Убила Весело. женщину. О, Покахонтас, здрасте. Так недоверчиво на меня смотрите, как будто это не верите. Конечно. Трудно представить. Срок у меня 10 лет. Кошмар. Как Где они сейчас, сделал? интересно, все? С подельниками просто. Мы хотели ограбить бар. Вот, она там работала барменшей. Ну, мы знали друг друга. В принципе, ну, неплохо знали друг друга. И мы один раз уже его ограбили, при ней. Ну, и просто встретили после работы, попросили отдать ключи. Она не отдала. Мы ее убили. Забрали ключи. И чё? И в кассе 500 рублей. Что вы сделали? Ну, мы ее встретили около дома, затащили там под навес, недалеко беседочка была. Повалили, начали избивать. Тоже невиновная. Случайно убили. Такая жестокая. Я, да. Я этого не отрицаю. Ну, хоть честно. В нашем мире нельзя быть не жестокой. Без жестокости сейчас не выжить. Тогда Если не быть может жестокой по отношению к кому-то, то будут жестоки по отношению к себе. Сколько убийств сейчас совершается? Сколько? Сейчас из 6 приехавших сюда девочек 4 убийцы. Ну, Это о конечно. чем-то говорит? Хотя раньше в колонии никогда такого не было. Раньше, если одна убийца среди 50 человек будет, то сенсация будет. Ты откуда Была знаешь? тогда. А сейчас? Мир меняется, и люди меняются. Жестокие Я убила 90-е. топором, я убила. И не знаю, здесь ничего такого страшного нет, я думаю. Конечно. Когда я ее убивала, я знала, что я ее убиваю. Само по себе этот страх прошел. Когда и у вас просто 90% таких. В ярости, там какой-то, тебе уже надо ее убить, просто уже желание загорелось, и все, тебе надо ее убить. Кстати, от многих, кто сидел по убийствам, я слышал такую фигню, что, короче, когда вот, ну, они рассказывали, что когда они кого-то убивали, то есть там это происходило все в какой-то типа там, ну не знаю, агонии или как. То есть, говорит, видишь там, ну, начал уже, короче, уже не можешь остановиться, если там, ну, начал там резать или там бить там какой-нибудь пором, еще что-нибудь, видишь кровь там, короче, еще сильнее как-то действует на психику, короче, какая-то фигня, и по итогу вот, ну, вот потом уже вкуриваешь только, что ты сделал, и, короче, ну, вот в каком-то таком состоянии это все бешенство происходит, вот такие преступления. Но, слава богу, я этого не знаю, вот, и как там это все получается у них, в общем. Но все как под копирку говорят вот одно и то же. Убила, да и убила, еще убила раз. Я особо... Да, кто переступил эту черту, им абсолютно похеру уже. Они убьют и второй, и третий раз. Для меня, например, это вот дикость, да, и там для нормальных там обывателей, простых людей, кто с этим никогда не сталкивался, а для них это нормально. То есть они могут и потом макнуть, короче. Ну, то есть, ну, для них уже это становится нормальным. Они это пережили, как бы, и все, с этим живут. То есть вот эту черту, когда люди переступают, все, им уже в следующий раз это не кажется какой-то дикостью и там каким-то чем-то нереальным. В отличие от нас с вами. Ложись, у меня будет много денег, а у кого-то не будет денег. И он также меня убьет ради чего? Ради денег. Правильно же ведь? И вы хотите сказать, что это не жестоко? Государство ворует, это же народ. Да. Мы все это знаем, понимаете? Они тоже жестокие. Но у них просто больше власти, поэтому они не сидят. У нас сейчас в стране все лицемеры и все жестокие. Политика пошла. Жертва ни разу не снилась, ни разу не вспоминаю, она мне не снится ничего, я себя чувствую вообще спокойно.
Вообще спокойно и невозмутимо. Если бы в мире правила жестокость, мы бы уже были бы не люди. Сама села за убийство и сидишь какую-то сейчас демагогию разводишь. Ничего не Там буду разводить. из Я семьи, там, почему ты на тот момент, подожди, почему ты, когда убивала, ты на тот момент не думала, что самое ценное это жизнь? Ты говоришь, нету жестокости. Миром не правит жестокость. Вы сами хотите, чтобы миром правила жестокость. Да. Ты человек, я человек. Я хочу сказать. Прям так вот чувствуется у них прям такая тяжелая там атмосфера. Вот они сидят все, и все, каждый кто-то кого-то убил. Блин, реально прям вот такая над ними прям черная аура летает. Что если бы миром правила жестокость. Не дай бог таким вот попасть. Это будет, вот к ним в комнату зайдешь, это будет от заката до рассвета. Помните вот это вот, когда там ночью началось вот это вот кровососы там очнулись. Еще помню вот этот момент, там чел был, из него гитару такую сделали, рук и ног нету, там что-то торчит у него, короче. Нога, по-моему, да, посередине, на нем играют. То по отношению, как мы поступили к людям жестоко, к нам бы тоже поступили жестоко. Здесь в основном находятся, ну как сказать, дети, лишенные детства. Они ничего не видели. Они большинство, где-то 80%. Базара нет. С неблагополучных семей. Ну, понятное дело. И поэтому злом зло Что искоренить просто невозможно. Жизни. Ну вот последнее письмо прислал, говорит, почти все друзья, говорит, померли, говорит. Кто повесился, говорит, от наркотиков. Уже пошла эта движуха. Все наркоманы стали. Половину посадили. Да, времена, конечно, лютые были. Сверстники, одноклассники, да? Да. Такие вот 15, 16, 17 лет. Трэш. А где мама живет? В Оренбурге. Я убила. Кого? Что-то кого-то она мне напоминает. Родаков. Мать. Или сестру. Я по губам не могу читать. Я ничего не говорю. Даш, ну тебя же не знают, кто ты. Кого ты убил? Скажи, спросила, кого ты убил? Кого-то из родственников. Своего ребенка. Ребенка, нихера себе. Зачем? Почему у нас слезы текут, кстати? Мне интересно. Все, да? Нечего сказать. Я убила. Вот и конец, ребятки. Да, блин, жесть, прям, знаете, это прям такой осадочек остался прям нехороший после этого фильма-то. А? Реально, друзья мои, блин, берегите себя и следите за своими детьми. Видите, насколько жестокий мир вообще, насколько люди, и даже девушки, девочки молодые могут быть жестоки. Берегите своих детей и своих сестер, там, племянниц. Следите за ними, больше интересуйтесь их жизнью. Не дай бог никому вообще столкнуться с подобным, с такой бедой.
Вот. Ну и себя, само собой, тоже берегите. Ну, это такие ужасные, страшные места. Даже мне, вот, видавшему виду, ребят, мне вот не по себе, мне аж прям хреновенько такой осадочек. Сейчас что-нибудь надо веселое посмотреть. Вот. Например, «Как пердеть в тюрьме». У меня есть ролик, вот можете его глянуть после этого, вот, чтобы, так сказать, было повеселее. Но вообще, как бы, знаете, ну, такой негатив, он тоже нужен. Надо понимать, в каком мире мы живем, чтобы, так сказать, быть готовым ко многим моментам в жизни. Вот. Не забываем подписываться на ВК, Инстаграм, мой второй канал, ТикТок, как я уже сказал, там лайк. Это бесплатно. Я договорился с Ютубом, все норм. Коммент, все дела. А с вами был Миша Выплюшка. Давайте. Увидимся.